Я, как эксперт по здоровью после 60 лет, хочу поговорить с вами о проблеме, которая мучает миллионы людей каждую ночь. Эта проклятая необходимость вставать в туалет полностью разрушила мой сон. Снова и снова думаете вы, когда наступает ночь, и все начинается заново. Вспомните, сколько раз вы просыпались прошедшей ночью из-за настойчивых позывов в туалет. Один раз, может быть, два, а то и 3 или 4 раза. Только успеваешь закрыть глаза и погрузиться в сон, как снова это навязчивое ощущение заставляет вас подняться с теплой постели. Приходится резким движением откинуть теплое одеяло и встать на холодный пол. Путь по направлению к туалетной комнате кажется не несколькими метрами, а целой бесконечностью, через которую необходимо пробраться, стараясь не потревожить рядом мирно спящего супруга или супругу. Прежде чем продолжить слушать, напишите, откуда вы. Очень интересно узнать географию моих слушателей. Садишься на холодное сиденье унитаза, долгожданное облегчение наконец приходит, но продолжается оно совсем недолго. В голове сразу же начинает сверлить тревожная мысль: а смогу ли я теперь снова заснуть после этого пробуждения? И вместе с этой мыслью из груди вырывается тяжелый вздох разочарования. Ну что тут поделаешь, такой уж возраст, все так живут в пожилые годы, пытаетесь утешить и успокоить себя. Снова ложитесь в постель, но желанный сон никак не возвращается. Ворочаешься с боку на бок, а потом сквозь шторы уже начинает пробиваться утренний свет. И вот оно, разбитое и совершенно пустое утро без отдыха. Напишите в комментариях, откуда вы и из какого города. Будет интересно узнать нашу аудиторию. А что, если бы оказалось, что эти мучительные бессонные ночи вызваны вовсе не естественным старением организма, не слабым мочевым пузырем, а вашей повседневной привычкой, которую вы долгие годы считали полезной для здоровья? И что если бы существовал простой способ избавиться от ночных походов в туалет всего за 3 дня с помощью простого и надежного метода? Поверили бы вы в такую возможность? Это совершенно не выдумка и не фантазия. Сегодняшнее видео на моем канале представляет собой не очередной банальный совет из интернета. Мы подробно разберем настоящего виновника, который годами крал у вас полноценный ночной отдых, и я дам вам проверенный ключ, благодаря которому вы сможете уже этой ночью уснуть спокойно и без многократных пробуждений. Не переключайтесь и обязательно досмотрите до самого конца. Одно это видео действительно может изменить всю вашу оставшуюся жизнь к лучшему. Мы привыкли думать, что частые ночные пробуждения для похода в туалет – это неизбежный возраст или ослабленный мочевой пузырь. Но я хочу рассказать вам совершенно другое. Возможно, настоящий виновник вашего беспокойного сна находится совсем не там, где вы предполагали. Этого скрытого врага ученые называют хроническое воспаление. Оно словно невидимый призрак, незаметно бродит по всему телу, медленно подтачивая его изнутри. Когда мы слышим слово «воспаление», в воображении сразу возникает покраснение кожи, опухоль, гнойный нарыв. Но самое опасное и коварное – это невидимые искры воспаления, которые медленно, но неуклонно разрушают наши сосуды и ткани. Эти воспалительные искры могут оседать в мочевом пузыре, делая его чрезмерно чувствительным и провоцируя частые ночные позывы. Попадут в суставы, и развивается мучительный артрит. Забьются в сосуды головного мозга, и однажды это выливается в инсульт или деменцию. В авторитетном журнале Time это явление назвали «тихим убийцей». И совершенно не зря дали такое название. Практически все хронические болезни, начиная от диабета и гипертонии и заканчивая сердечной недостаточностью и онкологией, связаны именно с хроническим воспалением в организме. А частые ночные позывы в туалет представляют собой лишь вершину огромного айсберга. На самом деле организм подает отчаянный сигнал бедствия, внутри идет настоящая тихая война. Но мы годами игнорировали эти сигналы, списывали все на естественные возрастные проблемы, на слабый мочевой пузырь. И вот главный вопрос, который волнует всех: что же делать, чтобы справиться и с хроническим воспалением, и с изматывающими ночными походами в туалет? Многие из нас помнят настойчивый совет врачей: ешьте поменьше соли в вашем возрасте.
Мол, соль повышает артериальное давление, вызывает отеки ног. Поэтому на ужине мы старательно убирали супы, тщательно промывали квашеную капусту, чтобы хоть как-то соблюдать бессолевую диету. Сколько раз вы ложились спать, не выпив даже маленького глотка воды после 8 часов вечера, только облизывая пересохшие губы, лишь бы не бежать ночью в туалет. Но вот неожиданный удар по нашим убеждениям, все, во что мы так свято верили, могло быть величайшей ошибкой. Именно отказ от соли и воды в вечернее время оказался одной из главных причин, из-за которых ваше состояние только ухудшалось с годами. Современные научные исследования полностью перевернули привычные взгляды на эту проблему. Оказалось, что соль играет ключевую роль в поддержании правильного водного баланса и даже влияет на то, сколько мочи вы выделяете ночью. Ученые из университета в Нагасаки, Япония, представили революционную работу на Европейском урологическом конгрессе. Они тщательно регулировали потребление соли у пациентов с ночной полиурией. И вдруг выяснилось удивительное: те пациенты, кто получал достаточное количество соли, стали значительно реже вставать ночью. Соль помогает эффективно удерживать воду в организме. Если ее катастрофически не хватает, кровь становится густой, организм пытается срочно вывести жидкость через мочу, и вы просыпаетесь снова и снова. Получается, что соль – это верный страж, который должен охранять наши водные запасы в ночное время, а мы десятилетиями относились к ней как к смертельному врагу нашего здоровья. Так что же теперь? Соленое можно есть? Спросите вы с недоумением. А как же повышенное давление? Конечно, речь совершенно не идет о том, чтобы бездумно налегать на соленые продукты. Как любое лекарство требует точной дозировки, так и соль должна применяться мудро и осознанно. Секрет кроется не в количестве, а в том, как именно и когда мы ее используем. Наш организм работает по сложным биологическим часам. Днем и ночью он функционирует совершенно по-разному. Особенно ночью важнейшую роль играет антидиуретический гормон. Он эффективно снижает выработку мочи, чтобы мы могли спать спокойно всю ночь. Но с возрастом, после 60 лет, этот гормон работает все хуже и хуже. И вот тогда стратегический стакан воды перед сном способен кардинально изменить все. Многие люди, боясь ночных походов в туалет, стараются совсем не пить воду вечером, но это и есть главная роковая ошибка. За ночь наш организм теряет огромное количество жидкости через дыхание и кожные покровы. Мы даже не замечаем, как медленно обезвоживаемся во сне. А когда воды критически не хватает, кровь становится густой, как кисель, воспаление резко обостряется, сосуды страдают, мозг подает сигнал жажды, и мы просыпаемся. Иными словами, избегая воды вечером, мы лишь загоняем себя в еще большую проблему. Решение оказывается удивительно простым. За 1 час до сна выпить стакан теплой воды, примерно 200 мл, не холодной, а именно слегка теплой, близкой к температуре человеческого тела. Этот один единственный стакан делает настоящее чудо. Разжижает загустевшую кровь, снижает уровень воспаления, предотвращает внезапное чувство жажды и спасает от лишних ночных пробуждений. Мой пациент, Михаил Петрович, 73 лет, страдал от ночных походов в туалет больше 15 лет, но после введения этой простой привычки количество пробуждений сократилось с 5 до 1 раза за ночь. Но остается важный вопрос: а как же та самая соль, о которой мы говорили? Вода – это хорошо, но ночью организм теряет не только жидкость, но и важнейшие минералы, электролиты, а без них нарушается работа мышц и нервов, появляются мучительные судороги в ногах, возникают перебои в передаче сигналов организма. Вот здесь-то и вступает в дело маленький, но важный секрет. К теплой воде нужно добавить буквально щепотку хорошей морской соли. Речь идет о микроскопической капельке, крошечной дозе. И тогда эта смесь перестает быть просто водой, она превращается в настоящий изотонический раствор, подобный профессиональному спортивному напитку, который поддерживает баланс электролитов. Мой отец долгие годы страдал гипертонией. Врач всю жизнь повторял ему категорично: никакой соли. Он полностью отказывался от всего соленого, даже супы ел совершенно пресные. Но ночные пробуждения не прекращались ни на день, а судороги в ногах становились все сильнее и болезненнее.
И только когда он рискнул попробовать теплую воду с микроскопической крошкой соли перед сном, начались удивительные перемены. Ночи стали значительно спокойнее, число пробуждений резко сократилось, мучительные судороги полностью исчезли. Это не чудо и не волшебство, это чистая наука. Мы не едим соль ложками, мы используем ее как лекарство в микродозе. Наши мудрые предки знали важную истину, то, что в больших количествах яд, в малых становится лекарством. Сначала отец сильно сомневался, но вскоре результат стал настолько заметным, что он начал советовать этот метод своим друзьям. Сначала все смеялись над ним. «Ты что, с ума сошел с твоим-то давлением и вдруг соль?» Но постепенно люди начали осторожно пробовать. Особенно меня поразила история нашей соседки Марии Ивановны, 68 лет. У нее был сахарный диабет второго типа и, как она говорила, двойное наказание от судьбы. Вечером она мучилась из-за скачков сахара, а ночью из-за постоянных позывов мочевого пузыря. Спала урывками по 2-3 часа, утром всегда вставала с темными синяками под глазами. Лекарства она принимала исправно, но с ночными пробуждениями уже полностью смирилась как с неизбежностью. Когда она впервые согласилась попробовать теплую воду с солью, сделала это исключительно из вежливости. Но через несколько дней я встретила ее в коридоре, и она буквально сияла от счастья. Говорила с восторгом: «Да я лет 20 так сладко не спала, проснулась утром, а у меня сахар в норме, глаза ясные, настроение отличное». Такие истории повторялись все чаще и чаще. Люди, которым врачи не могли помочь с бессонными ночами годами, вдруг находили простое и эффективное решение. И главное, никто не отменял их основное лечение. Все продолжали пить назначенные лекарства, соблюдать диету. Но именно этой маленькой привычки не хватало, чтобы полностью замкнуть пазл здоровья. Многие из вас наверняка думают сейчас: ну ладно, с водой и солью понятно, но что же за секрет упоминается в заголовке? Что еще нужно добавить для полного эффекта? Вот теперь мы подошли к последней, но крайне важной детали. Представьте, соль и вода – это прочный фундамент, столб, который держит ваш организм в балансе. Но чтобы этот столб не разрушился, чтобы искры воспаления не пожирали его изнутри, нужен еще один мощный защитник. И этим защитником оказывается самый обычный лимон. Да, именно он, простой лимон. Вернее, всего одна капля свежего лимонного сока или тонкий кусочек лимона, добавленный в теплую воду с щепоткой соли перед сном. Кто-то сейчас, возможно, разочарован. Да, ну, всего лишь лимон и все. Я ожидал какого-то чуда, экзотического средства. Но вы сильно недооцениваете эту уникальную комбинацию. Соль и лимон – это не просто два полезных продукта, а идеально подобранная пара, многократно усиливающая эффект друг друга. Первое важное свойство. Лимон полностью нейтрализует главный минус соли. Мы боимся соли из-за повышения давления, но в лимоне содержится огромное количество калия, а калий в организме работает как естественный противовес натрию. Когда калия достаточно, он эффективно выводит лишний натрий, оставляя в теле только то количество, которое действительно необходимо. Так лимон словно фильтрует соль, оставляя полезное, убирает вредное излишнее. Второе уникальное свойство. Лимон эффективно тушит воспаление. Мы уже знаем, что ночные пробуждения вызывают хронические воспалительные процессы. Лимонная кислота и витамин С действуют как мощные чистильщики, смывая воспалительные отложения с клеток и сосудов. Особенно важно это для мочевого пузыря. Воспаленные стенки становятся спокойнее, и частые позывы постепенно уходят. Третье важнейшее свойство. Лимон многократно усиливает действие воды и соли. Лимон стимулирует обмен веществ, ускоряет циркуляцию крови. Благодаря этому полезные вещества из соли и воды разносятся по всему телу гораздо быстрее, вплоть до кончиков пальцев, рук и ног. Вот почему эффект от одной и той же дозы в разы выше, если в ней присутствует лимон. Получается, что лимон не просто добавка для вкуса. Это ускоритель, усилитель и защитник одновременно. Итак, полная картина завершена.
У вашей кровати перед сном должно быть всего 3 простые вещи: стакан теплой воды, щепотка хорошей морской соли, долька свежего лимона. Это не просто вода для утоления жажды. Это настоящий эликсир здоровья, который способен разорвать цепь многолетних страданий и вернуть вам глубокий, спокойный сон. Представьте, вы медленно пьете этот целебный напиток, ложитесь спать. И впервые за долгие годы засыпаете так глубоко, что не просыпаетесь ни разу до самого утра. Без мучительных позывов, без судорог, без страданий. Утро встречает вас необыкновенной свежестью, легкостью, ясной головой, как будто вы сбросили десяток лет. Это не фантазия и не сказка, а реальность, которую вы можете испытать сами уже сегодня. Конечно, никто не обещает мгновенное чудо за одну ночь. Организм копил проблемы долгими годами, и он не может исцелиться мгновенно. Но дайте ему шанс хотя бы 3 дня, максимум неделю, и вы почувствуете колоссальную разницу. Сначала изменится качество ночи, потом утреннее самочувствие, потом весь день, и шаг за шагом изменится вся жизнь. Это не отменяет лечение у врачей, не заменяет назначенных лекарств, но это простая привычка, которая усиливает все остальное и запускает изменения в самом корне. Ведь иногда для огромных перемен нужен всего один маленький, но правильный шаг. Итак, теперь у вас есть все необходимое. Сегодня перед сном поставьте рядом с кроватью стакан теплой воды, приготовьте щепотку хорошей морской соли и свежий ломтик лимона. Это будет не просто напиток, это будет вода жизни, которая разорвет цепь бессонных ночей навсегда. Представьте, вы делаете несколько медленных глотков, закрываете глаза и проваливаетесь в глубокий целительный сон. Никаких мучительных сигналов мочевого пузыря, никаких болезненных судорог в ногах, только блаженная тишина и покой. А утром вы открываете глаза и вдруг понимаете, что проснулись легко и радостно, словно сбросили 10 лет. Тело не ломит от усталости, голова ясная, как в молодости, настроение светлое и радостное. Вы встаете с кровати и ощущаете, что жизнь может быть совершенно другой. Кто-то подумает сейчас: да ну, неужели стакан воды с солью и лимоном может все изменить? Конечно, это не волшебная таблетка от всех болезней, но именно такие простые и правильные шаги запускают в организме цепь глубоких перемен. Дайте себе хотя бы 3 дня, максимум неделю на эксперимент. Сначала изменится качество ночи, потом утреннее состояние, потом весь день, а потом изменится вся ваша жизнь. Это маленькое действие способно вернуть вам здоровье, силу и радость жизни. Я знаю, что мои слова не снимут вашу боль в одно мгновение, я не могу прожить за вас бессонные ночи, но я верю, что этот совет станет как маленький фонарик, который укажет вам выход из темного тоннеля. Сегодня вечером зажгите этот фонарик надежды, попробуйте, сделайте шаг навстречу спокойному сну и новому прекрасному утру. Если эта история тронула вас, если вы почувствовали надежду на лучшее, вспомните о тех, кто страдает рядом с вами, ваши родители, супруг или супруга, друзья. Поделитесь с ними этим ценным знанием. Пусть и они узнают, что ночные мучения – это не приговор, что выход есть, и он удивительно прост. Добро всегда растет и умножается, когда им делишься с другими. Пусть вместе с вами новые силы и новые прекрасные утра обретут и ваши близкие люди. Здоровья вам и спокойных ночей.